Приветствую! Сегодня мы с вами погрузимся в одну, очень необычную теологическую концепцию из текста Фираса Аль-Мунира. Она предлагает взглянуть на цель человеческого существования под совершенно другим углом, основываясь на его трактовке Корана. Все начинается с довольно мрачной картины, с ощущения такого, знаете, экзистенциального тупика. Автор говорит о чувстве, будто человечество заперто в клетке, унижено, лишено какой-то высшей цели, словно нас приравняли к животным. Это и есть отправная точка, которая задает тон всему дальнейшему рассуждению. И вот тут автор ставит нас перед выбором. С одной стороны, клетка. Мир, где наше существование кажется ограниченным, мелким, без великой цели. А с другой — зеркало. И оно, по словам автора, отражает наш истинный потенциал стать величайшим созданием во Вселенной, которое призвано управлять ею, вместе с самим Творцом. Ну что ж, с метафорой клетки, я думаю, все понятно. Давайте теперь заглянем в это самое зеркало и посмотрим, какую альтернативу предлагает автор. И это не просто красивые слова, знаете, это настоящее приглашение. Автор как бы говорит: «Пойдемте со мной, я покажу кое-что невероятное». Мы услышим послание напрямую от нашего Господа. И именно это послание и есть ядро всей концепции. Так что давайте разбираться, кто же его передает и, самое главное, о чем оно. А вот и первый и, пожалуй, главный поворот. Наш Господь в этой трактовке — это вовсе не Аллах. Автор утверждает, что речь идет об архангеле Гаврииле, который в рамках нашей Вселенной выступает в роли своего рода управляющего, наставника. Так в чем же суть послания Гавриила? А в нем, по сути, 3 этапа нашего пути. Первое. Жизнь — это испытание. Все трудности нужны, чтобы из обычных людей выковать настоящих героев. Второе. Цель этого испытания — доказать, что мы достойны войти в некий космический законодательный орган. И третье — награда. Стать советниками в этом самом высшем совете. Так что же это за высший совет такой? Если говорить просто, это такой вселенский парламент из самых достойных существ. Именно они принимают ключевые решения для всей Вселенной. И что очень важно, его состав не постоянен. Он меняется с каждым новым космическим циклом. Хорошо, идея грандиозная, но где доказательства? Откуда все это взято? Автор утверждает, что все ответы есть в Коране. Давайте посмотрим на его аргументы. И тут, конечно, возникает самый логичный вопрос. А где именно в Коране говорится про какие-то там космические циклы и высший совет? Автор предлагает посмотреть на конкретные аяты. И вот тут начинается самое интересное — работа с текстом. Смотрите, как автор это видит. Когда в суре Юнус говорится, что Аллах начинает творение, а затем повторяет его, он видит в этом прямое указание на космические циклы. А слова о создании человека стадиями из суры Нух трактует как подтверждение идеи эволюции. А обещание повторить творение — это, по его мнению, о вселенском обновлении. Получается, что космический цикл в этой концепции — это не просто какой-то период времени. Это целый процесс. Аллах запускает Вселенную, дает ей развиться до пика, а потом как бы сворачивает ее до исходного состояния, чтобы начать все сначала. Такая вот цикличная модель бытия. Все это, конечно, выстраивается в довольно четкую иерархию. Давайте попробуем в ней разобраться и понять, кто за что отвечает в этой космической системе. Вот смотрите, как это выглядит. На самой вершине, понятное дело, Аллах — абсолютный творец. Он запускает и перезапускает все миры. Ступенью ниже — наш Господь, то есть Гавриил, который курирует эволюцию именно внутри нашего цикла. Затем идет тот самый высший совет, который пишет законы для этого цикла. А человечество? Человечество здесь кандидаты на место в этом совете. И вот это сравнение, на мой взгляд, ключевое для понимания всей системы. С одной стороны, Аллах. Он абсолютен, он вне времени и пространства, его мощь безгранична. А с другой — Гавриил. В этой интерпретации он сотворенное существо, у него есть свои ограничения. Его задача — управлять процессами внутри уже созданной Вселенной, исполняя волю высшего совета. Хорошо, с иерархией разобрались. А где же в этой грандиозной схеме место для нас с вами? Какова конечная цель и предназначение человечества? А цель, по мнению автора, просто невероятная. Речь идет не просто о спасении души. Нет, задача — эволюционировать, развиваться и морально, и научно до такого уровня, чтобы заслужить себе место за столом, где принимаются вселенские решения, стать полноправным соуправителем. И те, кто справляется с этой задачей, получают особый статус. В тексте их называют «почтенные».
Это те люди, которые смогли успешно пройти все испытания своего космического цикла и получили, так сказать, пропуск в высший совет. Автор находит подтверждение даже в истории об искушении Адама. Помните, что обещал ему сатана? Стать монархами. Так вот, по мнению автора, это была не просто ложь, чтобы сбить с пути. Это было указание на реальную, вполне достижимую цель человечества — обрести настоящую царскую власть во Вселенной. И все это подводит нас к одному важному числу — к единице. Почему? Потому что, согласно этой теории, такое творение, как человечество, то есть кандидаты в совет, создается лишь один раз за целый космический цикл. Это подчеркивает, насколько уникальна и ценна каждая такая возможность. Давайте теперь соберем все воедино. Что мы имеем в итоге? Вселенная — это не разовое событие, а повторяющийся экзамен. Цель нашей жизни — это эволюция, как моральная, так и научная. А конечная наша судьба — занять место в высшем совете и участвовать в управлении творением. Согласитесь, эта концепция полностью меняет представление о потенциале человека. И вот в качестве финала вопрос на подумать. Если все это действительно такой космический экзамен, то какова учебная программа нашего текущего цикла? Какие именно моральные и научные задачи стоят перед нами прямо сейчас, чтобы этот экзамен сдать?